Кот, который пришел домой на Рождество. Для молодой матери-одиночки Юлии жизнь оказалась трудной с первого дня рождения сына. Алекс кричал, практически не останавливаясь. Затем стали проявляться и другие отклонения. Взгляд мальчика ни на чем не задерживался. А когда Юлия склонялась к его кроватке, он отталкивал ее и плакал. С годами странности в поведении Алекса накапливались. Например, во время теленовостей он прятался за диваном, ему казалось, что диктор смотрит на него. Говорить он начал в возрасте 4 лет. По отношению к другим детям он вел себя агрессивно. «Я не могла ходить на работу, поскольку сын был моим полным рабочим днем», вспоминает Юлия, денег было мало, мне помогали мои мама, братья, но я чувствовала себя одинокой. Когда мальчик пошел в школу, его учителя решили, что он глухой, так как ребенок не реагировал на вопросы или распоряжения. Но тесты показали, что со зрением и слухом у него все в порядке. В ходе психиатрического обследования Алексу был поставлен диагноз аутизм, у него были повышенная чувствительность к звукам и запахам, а также паранойя. Все это создавало серьезные трудности при общении и обучении. В 10 лет он не умел ни читать, ни писать, не мог улыбаться и смотреть людям в глаза. Лекарства не помогли. Но летом 2006 года произошло чудо. Однажды Юлия увидела у себя в саду черно-белого бродячего кота. Тощий и грязный. Он несколько дней бродил по ее газонам. Когда Юлия давала ему еду, он шипел на нее, не лучшие первые впечатления. Ничто не указывало на то, что это существо в корне изменит жизнь матери и сына. Кота назвали Бадди. Юлия не собиралась оставлять его, по опыту зная, как быстро сыну надоедают домашние животные. Раньше у них был кролик-пушистик и волнистый попугайчик Полли, но мальчик не интересовался ими. Однако вскоре ее решение изменилось. Когда ветеринар пригласил привести Бадди на повторный осмотр, Алекс высоким голосом нараспев крикнул «Бадди Б.У.», и далее, глядя прямо коту в глаза, спросил, чувствует ли он себя лучше. Юлия побоялась, что Бадди поцарапает мальчика, но Алекс улыбнулся и погладил кота. Такого никогда не было. Кота взяли домой. К радости Юлии беседы Алекса с Бадди продолжались, становясь день ото дня все более творческими. Мальчик начал рассказывать маме красочные истории. Таким образом, Алекс впервые в 10-летнем возрасте начал использовать свое воображение. Вскоре Юлия заметила, что после общения с Бадди сын стал подбирать свои вещи и осваивать кое-какие манеры. Он сказал маме, что Бадди должен мыть за ушами. Мальчик слушал, когда она читала ему книжки. Вскоре Юлия обнаружила, что если использовать высокий голос, как бы говоря от имени кота, то с сыном можно вести беседу. Что касается Бадди, то он был счастлив от внимания своего маленького хозяина. Кот и ребенок были практически неразлучны. Они вместе гуляли в саду, играли, даже вместе прыгали на батуте. Если Алекс принимал ванну, Бадди в это время сидел в раковине. Кот никогда не кусал и не царапал мальчика, даже если тот брал его слишком грубо. В школе также произошли изменения, а Алекс начал писать и читать, у него появился первый друг, мальчик по имени Артур. Как-то раз Алекс играл с Бадди, потом сел на диван около Юлии, потер о нее лицо и сказал, что он показывает свою любовь, как это делает Бадди. Так 10-летний мальчик, который раньше едва мог поддерживать беседу или даже улыбаться, впервые начал общаться, смеяться и выражать свою привязанность. И все это благодаря простому черно-белому коту.